Это баскетбольный мяч, а там написаны правила, которым я буду следовать. Их всего два. Не попал, отожмись 10 раз, попади 100 мячей или сделай 1000 отжиманий. Что из этого получится сделать быстрее? Смотрите. Начал с промаха. Сказал бы я, что я хотел отжаться для разминки, но кто в здравом уме захочет просто так отжиматься от пола, когда впереди еще 1000 таких отжиманий? Не сказал бы, что толкать землю тяжело. Всего-то надо сделать еще 99 таких подходов. Раз плюнуть. Образовалась некая математико-биологическая зависимость. Количество промахов увеличивает боль в руках, что в свою очередь увеличивает количество промахов. Вот как чуял в школе, что пригодится математика и биология. А площадка-то эта из резиновой крошки, которая уже везде отвалилась. Очень сильно впечатывается в ладони и создает скольжение для ног. Вот я типа жалуюсь на видео. Нашел кусочек голого бетона и немного подмел, чтобы было удобнее толкать землю, потому что отжиматься мне предстояло много. С дальней дистанции уже не получалось бросать, руки обвисли. Единственным выходом из сложившейся ситуации было забивать сверху. Но, как я уже сказал, крошка создала очень скользкую поверхность. Да и я уже достиг своего пердела. Это жесть. Собрал все манатки и пошел домой отдыхать. Кое-как добил до 200 отжиманий и всего 6 попаданий. Я тут даже не могу забивать сверху из-за крошки. Надо, наверное, поменять место дислокации, выбрать площадку поровнее, побезопаснее, потому что тут, блин, я даже прыгнуть не могу, мне просто страшно. Переехав на площадку получше и одев штаны, которые дают +2 к высоте прыжка и 3 к дальности полета, летать я не стал, но допрыгивать куда мне нужно, допрыгиваю. Приятно, когда можно двигаться по площадке и не ограничивать себя в движении, боясь подскользнуться. И вдвойне приятно, что можно наконец-то влупить смачный слэм-данк. Только вот бросок сверху — это не панацея от промаха, тем более, что он тратит энергии в разы больше обычного броска. Прыгаешь, тратишь силы, не попал, расстраиваешься, отжимаешься, тоже тратишь силы. Но награда за попадание — это +1 к счетчику слева и удовлетворение, что еще на что-то способен. Кстати говоря, я уж было подумал, что видео на спортивную тематику себя исчерпали. Куда ни глянь, везде однотипные видосы про качалку и турнички. Или как качки притворяются новичками, или как новички качками. Я думаю, подобный формат челленджа будет поинтереснее стандартных 10 000 отжиманий, или 500 000 шагов, или тысяч чего-нибудь там. И кстати, тут могла бы быть ваша рекламная интеграция. Вот теперь не надо отжиматься. А пока спонсором этого видео является вот этот вот парень. Вот он, подпишись. И вот еще его телеграм-канал. Заходите, будем всякие прикольчики постить, обсуждать насущно и просто общаться. И я решил начать с чистого листа. Раньше видео выходили редко, соответственно казалось, что канал мертвый и видосики просмотров не набирали. Но, возможно, и по другой причине, не знаю, гадать не буду. По возможности буду стараться выпускать контент регулярно. Я же все-таки не блогер, это не мой основной вид деятельности, поэтому приходится время на это выделять. А время – ресурс ценный, и его всегда не хватает. Ну ладно, а то я отвлекся от основного действия. С переменным успехом счетчик попаданий растет вверх, но слишком уж отстаю от отжиманий, и это немного дезморалит. Усталость-то накапливается. Не особо я и продвинулся. Очередная порция отжиманий и жара уже начали оказывать на меня воздействие. Постепенно общее состояние начало ухудшаться. В итоге сделал 25 попаданий, 360 отжиманий и сдулся. Сменив тяжеленные кандалы на баскетбольные кроссовки, стал порхать как бабочка. Жаль, что я лох. Даже немного пасмурная погода не помешала. На подмогу мне пришел Владислав. Он тоже тут отжимался. Коллега, получается. Разговорились что-то, и как-то повеселее дело пошло. Количество попаданий увеличилось многократно. То ли я начал приходить в форму, то ли тело уже попросту отвергает отжимания. Или же все намного проще. Я стал больше забивать сверху. Если вы думаете, что это как-то упрощает мне жизнь, да нифига. Я поначалу тоже думал, что так проще, но площадка из бетона. Абсолютно неупругая поверхность. Никакой ароматизации или амортизации. Не суть важно. Коленки и стопы после стольких прыжков могут просто сказать, что нам не по пути, и отлететь. Получается, что это испытание не только для рук, но и для ног. Схитрить и как-то облегчить его не получится. Это своего рода неизбежная прокачка. Не хочешь работать руками – работай ногами. Всеобъемлемость – это хорошо, это надежно.
Тем более, в моем случае я процентов 90 времени провожу в сидячем положении, за компом, за ездой, за едьбой. Ноги хошь не хошь деградируют и слабнут. Поэтому такие броски для них как спасение и наполнение силой. Хотел задать вам вопрос, а вы ответьте в комментариях, почему вот сколько бы я ни тренировал отжимания, подтягивания, да вообще все, мне всегда тяжело. Бег также, сколько бы я ни бегал, мне всегда тяжело бегать. Но могу пробежать, подтянуться, отжаться больше с каждым днем, потому что могу больше затерпеть. Растет как бы терпение и выносливость, а не сила и дыхалка в случае бега. Это у всех так или со мной что-то не то? Просто смотришь на бегунов в парке, так легко бегут, ни капли пота, скачут как олени. Начинаешь сам свою тушу 95-килограммовую по дорожке перемещать, так как будто еще мешок цемента на плечах висит. То ли возраст, то ли вес. Кто разбирается, помогите. Вот пока я тут ною, парень на экране разошелся и начал лупить сверху один за одним. Уже и не остановить, втянулся. Если в таком темпе продолжить, можно подумать и о возвращении в баскетбол. А там и до драфта НБА рукой подать. Да ладно, шучу я. Мой баскетбол, пожалуй, ограничится такими вот видео. Там надо играть в команде, а я этого не люблю. Попадать в кольцо стал практически постоянно. Не, ну бывают, конечно, огрехи, но отжимания быстро заставляют сконцентрироваться и начать забивать дальше. Ой, бля. Итог третьего дня: 81 попадание и 590 отжиманий. Было правильным решением разбить этот челлендж на несколько дней. Это сберегло руки и ноги и дало возможность не страдать, а нормально выполнять челлендж. Вот там утки поплыли. Опа. А это вот стадион в городе, где я родился. Точнее, то, что от него осталось. Сейчас ведется реконструкция, и путь к площадке затруднен. Но я знаю обходной путь. Зайти нельзя. Но для нас это не преграда. Главное, клещей не Давненько я не пробирался на закрытые объекты. С возрастом становится страшнее попадаться охране. Если что, это кольцо кривое, а не горизонт завален. На этом стадионе и площадке прошло мое детство. Тут и в прятки играли, и в футбол, и в баскетбол, и на турниках висели, шалаши строили. Короче, отличный был игровой полигон. Но я думаю, после реконструкции будет еще лучше. Даже говорят, что эту площадку отреставрируют. Главное, чтобы только щит с кольцом этот же оставили. 25 лет стоит, как бы я на нем не висел, как бы я его не шатал, завалить пока не смог. Накренился немного, но это все виновата почва. Его чуток молоточком подстучать и нормально будет. А тем временем кажется, что я все промахиваюсь и промахиваюсь. Тут поруинилась видеодорожка. Асфальт, как и бетон, упругостью тоже не может похвастаться, но у этой площадки есть ряд преимуществ. Более-менее нормальное сцепление и крепкий щит с кольцом, на котором можно висеть. Мне кажется, даже Шакил его не сломает, а он уж поломал немало щитов и игроков. Ну вот и пошли слэм-данки. Осталось всего 17 раз до сотни. Финишная прямая. Сделаем это красиво. С толком, с чувством, с расстановкой. Прыгал бы я чуточку повыше, точнее не так, тренировал бы я свой прыжок вообще, то смог бы порадовать вас и мельницами, переносами под ногой, и на 720 градусов данки, ой и ах. Я не знаю, можно ли прокачать в моем возрасте прыжок, надо изучить этот вопрос и, может быть, попробовать потренировать. Чую завершение моего состязания, я начал уже играться, делать навесики, алюпы в простонародье. Даже Котофеич пришел меня поддержать. Думал, я его не замечу. Самое красивое оставил на концовочку. Это финал. Вот такой вот получился видосик. Может, местами нудноватый, но если понравилось, поставь лайк и пиши коммент. На все отвечу, всем буду рад. И заглядывайте в Telegram, там более живое общение. Все ссылки под видосом. Спасибо за просмотр. Не прощаемся. Пришлось прерваться, так как ладошка не выдержала и произошла разгерметизация. Вот он результат. И вот на монтаже я понял, что не хватило всего одного попадания. Давайте предоставим его подрастающему поколению. Папа.